Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот комплектика. Нестандартная, смешная, с большими щечками змейка и сумочка. Данный комплектик в расцветке драконьего фрукта. Вместе с вами мы будем вязать апельсиновую змейку и сумочку в апельсиновых расцветках. Длина такой змейки получается 50 сантиметров. Диаметр сумочки, если ориентироваться по самым крайним краям, то 21 сантиметр. Если ориентироваться по вот этому канту, то здесь диаметр получается 16 сантиметров. Итак, давайте я вам подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такого милого комплектика. Нам понадобится плюшевая пряжа 4 цветов. Основной цвет на этот раз у меня будет 80312 Гималая Dolphin Baby. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Вообще я уже хочу при съемке видео мастер-класса вязать пряжа Гималая Velvet. Она более мягкая и лучше скользит. С ней будет легче мне снимать мастер-классы, но пока в наличии подходящих цветов Гималая Velvet у меня нету. Поэтому буду продолжать вязать на данный момент Dolphin Baby. Итак, основного цвета нам понадобится целый моточек. Дополнительных цветов понадобится по чуть-чуть. Вот такие вот цвета я выбрала на этот раз дополнительные. И номера этих цветов я укажу на экране. Далее нам понадобится крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов. Можно использовать пластиковые готовые, либо вот такую вот неплюшевую пряжу, кусочек. Глазки на безопасном креплении. На этот раз я буду использовать блестящие с круглым зрачком, так как кошачьих, змеиных у меня, к сожалению, больше нет. Далее нам понадобится игла с большим ушком и прочная нить для утяжки мордочки змейки. Немного плюшевой пряжи красного цвета, можно и не плюшевую пряжу использовать для вышивания ротика. Ленточка, чтобы завязать бантик на сумочке. И понадобится небольшой цветочек на голове игрушки. Это для того, чтобы ленточка и цветочек между собой перекликались. И еще нам, конечно же, понадобится наполнителя совсем чуть-чуть. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания сумочки. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. Последний столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к плюшевой пряже оранжевого цвета. А если будете вязать вот в таких расцветочках, в расцветках драконьего фрукта, то продолжаем вязать белой пряжей. Итак, 7 столбик без накида довязываем пряжей оранжевого цвета. Провязали первый ряд, следующий ряд второй, и в этом ряду мы вяжем 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Провязали, белую пряжу отрезаем и со всех вот этих 3 хвостиков плюшевую пряжу снимаем, завязываем эти хвостики между собой на узелочки и лишнее отрезаем. Итак, продолжаем наше вязание. Следующий ряд, третий. Новый ряд можно отметить маркером. И в этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 21.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый. В этом ряду мы начнем вязание с прибавок. Вяжем одну прибавку, далее вяжем 2 столбика без накида. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Вяжем одну прибавку плюс 2 столбика без накида. Это мы так вяжем для того, чтобы круг у нас получился ровным, без острых углов. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 28. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый. Его мы вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 35. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд шестой. И да, по поводу сумочки в расцветке драконьего фрукта хотела сказать: белым вяжем с первого ряда по 9 включительно. Итак, шестой ряд вяжем так: в начале ряда вяжем 1 столбик без накида, далее вяжем 1 прибавка, далее вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. И еще 5 раз повторим комбинацию 1 прибавка плюс 4 столбика без накида. То есть такая комбинация 1 прибавка плюс 4 столбика без накида у нас всего должно повториться 6 раз. Итак, провязали комбинации 1 прибавка плюс 4 столбика без накида. Далее вяжем 1 прибавку, провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида и до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. В этом ряду мы сделали такое смещение для того, чтобы круг у нас получался ровным, без острых углов. Провязали, новый ряд отметили. В шестом ряду итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Следующий ряд, седьмой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 49. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд восьмой. В начале этого ряда вяжем 2 столбика без накида, 2. Далее вяжем такую комбинацию: вяжем 1 прибавку плюс 6 столбиков без накида. И такую комбинацию всего нам нужно провязать 6 раз. То есть 1 прибавка плюс 6 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем 1 прибавку и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Последний столбик мы не довязываем его до конца. Если довязали, слегка распустите. Берем плюшевую пряжу белого цвета, довязываем этот столбик без накида, отмечаем новый ряд. Оранжевую уже можно отрезать, она нам не понадобится. Следующий ряд 9. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 7 столбиков без накида, 1, 2 и 7 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Такую комбинацию мы вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 63. Последнюю прибавку мы не довязываем до конца. На ней мы будем переходить
к основному цвету пряжи. Итак, второй столбик последней прибавки 9 ряда довязываем плюшевой пряжей основного цвета. Отмечаем новый ряд, следующий ряд по счету 10. И, кстати, при вязании сумочки в расцветке драконьего фрукта переход цвета я сделала незаметным. Вязала точно так же по такому же принципу, как при вязании куклы букетика. В описании под этим видео я укажу, на какой минуте смотреть тот мастер-класс, чтобы связать переход цветов незаметным. А при вязании данной сумочки я делаю обычные переходы цветов, и мне кажется, это нисколечко не испортит наше вязание, так как оно плоское, и эти переходы цветов как бы не такие будут заметные. Итак, продолжаем. Следующий ряд у нас по счету 10. В начале этого ряда вяжем основным цветом 3 столбика без накида. 2, 3. Далее вяжем такую комбинацию: 1 прибавка плюс 8 столбиков без накида. И такую комбинацию всего нам нужно провязать 6 раз. Провязали, вяжем еще одну прибавку и до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Итоговое количество петель в 10 ряду должно получиться 70. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 11. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 7 столбиков без накида, 2, 7 плюс 1 прибавка. Всего такую комбинацию вяжем 6 раз. И итоговое количество петель у нас должно получиться 54. Провязали 6 раз комбинацию 7 столбиков плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас получилось 54. 22 петли мы не вяжем. Далее вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету 12. В начале этого ряда вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее вяжем такую комбинацию: 1 прибавка плюс 8 столбиков без накида. И такую комбинацию всего мы должны провязать 5 раз. Провязали, вяжем еще одну прибавку и до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 60. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Белую пряжу тоже отрезаем, она нам не нужна давным-давно. Итак, далее вяжем обвязку по всему краю. Здесь мы вяжем 60 столбиков без накида. Здесь вот на краешке мы вяжем одну прибавочку, чтобы уголочек был такой заостренный. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 22 столбика без накида. Здесь вяжем 1 столбик без накида и в край ввязываем еще 1 столбик без накида. То есть итоговое количество петель обвязки у нас должно получиться 86 петель. Итак, вяжем по краю столбики без накида. Итак, дошла я до этого уголочка, вяжу столбик без накида, это по счету 60, и в ту же петлю, но как бы заворачивая сюда, вяжу еще 1 столбик без накида. Далее вяжу второй столбик без накида, приближаясь к 22 петлям. И теперь делаю обвязку
на этих 22 петлях, которые мы не вязали. И вот так вот здесь получается. И со второго края один столбик без накида провяжем вот сюда. И второй в первую петлю. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, передняя часть сумочки у нас готова. Заднюю часть сумочки вяжем точно так же, с первого ряда по 12 ряд включительно. Только вяжем все одним цветом, без перехода цветов. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Фруктовая змейка с сумочкой». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!